В эпоху 16-битных приставок страх выглядел иначе. Не было реалистичной крови или продвинутых спецэффектов. Но игры на Sega умели пугать по-настоящему. Жуткая музыка, тревожная атмосфера и мрачный пиксель-арт создавали ощущение настоящего хоррора. В этом видео топ-15 самых страшных игр на Sega, которые и сегодня способны вызвать мурашки. Хищник 2, 1992 год. На первый взгляд обычный изометрический боевик, но за ним скрывается настоящая атмосфера тревоги и безысходности. Игроку предстоит взять под контроль лейтенанта Харригана, героя одноименного фильма, которому предстоит очистить улицы Лос-Анджелеса от наркокартелей. Но это только начало. Очень скоро становится ясно, настоящий враг не люди, а невидимый охотник из другого мира. Хищник появляется внезапно, буквально из ниоткуда, и убивает мгновенно. Враги растягивают атмосферу постоянной опасности, а музыка лишь усиливает ощущение, будто ты в ловушке. Вокруг валяются изуродованные тела жертв, подвешенные на фонарях. Хищник оставляет за собой ужасные следы. Ты не просто герой, ты цель, за которой ведут охоту. Геймплей основан на спасении заложников, уничтожении врагов и постоянной смене обстановки. Уровни насыщены действием, но каждая секунда под давлением неизвестности. Когда раздается глухой звук невидимого удара, ты уже знаешь, он рядом. Зомби съели моих соседей. На первый взгляд это просто яркий мультяшный экшен. Но стоит немного поиграть, и ты окажешься в самом центре настоящего кошмара, где города заполнены зомби, монстрами Франкенштейна, оборотнями и мутантами, а тебе нужно спасти последних выживших. Жанр игры — шутер с видом сверху с элементами выживания. Цель — спасти соседей, детей, туристов, клоунов, собачек, пока их не сожрали монстры. Арсенал оружия включает водяные пистолеты, газонокосилки, тарелки, взрывчатка, бутылки святой воды и даже кроссы от вампиров. Больше похоже на комедию, но от этого не легче. Несмотря на мультяшную графику, многие уровни, особенно в лесу, на кладбищах и в особняках, по-настоящему гнетущие. Саундтрек под стать игре, органные мотивы, приглушенные крики, тревожные звуки — все это делает игру гораздо страшнее, чем она кажется. Можно играть вдвоем, и вдвойне страшнее, когда вы в панике спасаете последнего соседа от орды монстров. «Зомби съели моих соседей» — одна из немногих игр, которая действительно совмещает веселый стиль и жуткую атмосферу выживания. Несмотря на стиль мультяшного безумия, она по-прежнему вызывает чувство тревоги и напряжения, особенно на более поздних уровнях. Hunting Starring Poltergeist. Hunting Starring Poltergeist — одна из самых оригинальных и мрачных игр на Sega, которая переворачивает представление о хорроре. Вместо того, чтобы бояться призраков, ты сам становишься одним из них, дерзким и мстительным полтергейстом. Главный герой — подросток по имени Полтергай, погибший из-за халатности жадной семьи бизнесменов в Сорчино. Теперь он вернулся, чтобы отомстить, и делать он это будет в шикарных особняках, пугая каждого члена семьи до обморока. Геймплей строится вокруг того, что ты вселяешься в различные предметы интерьера. От телевизоров и унитазов до зеркал и торшеров. Каждую вещь можно активировать, чтобы вызывать пугающие и даже жутковатые эффекты. Стены покрываются кровью, куклы оживают, мебель начинает летать, скелеты выпрыгивают из шкафов. Твоя цель — так сильно напугать каждого члена семьи, чтобы они в панике покинули дом. Но в этом веселом, на первый взгляд, процессе кроется настоящая мрачная атмосфера. Каждый уровень сопровождается тревожной музыкой, а сцены одержимости и ужасов, несмотря на мультяшный стиль, местами действительно жуткие. Особенно пугают моменты, когда энергия заканчивается, и ты проваливаешься в водоподобный подземный уровень, где надо выживать, чтобы вернуться на землю. Haunting запоминается не только своим необычным геймплеем, но и стилистикой. Это хоррор с элементами сатиры, в котором пугают не тебя, ты пугаешь. Hunting Starring Poltergeist — уникальный пример игры, где страх и юмор сплетаются в нечто по-настоящему незабываемое. Dark Castle, 1991 год. Dark Castle — это настоящий кошмар в виде пикселей.
Мрачные стены замка, жуткая музыка и ощущение полной безысходности – вот что ждет игрока. Ты управляешь героем, который попал в логово темного рыцаря. Твоя задача – выбраться из замка, наполненного ловушками, летучими мышами и злобными врагами. Но самое страшное не враги, а управление. Оно не просто неудобное, оно пугающе ужасное. Ты буквально борешься не только с чудовищами, но и с тем, чтобы герой просто не свалился в яму. Жуткая атмосфера, постоянная опасность и звук шагов в пустых коридорах – все это превращает игру в мучительно страшное приключение, которое запоминается надолго. Decap Attack, 1991 год. Мрачный, но странно веселый платформер, в котором ты управляешь Франкенштейна-подобным существом по имени Чак Ди Хэт. Его главная особенность – он буквально бросает свою голову во врагов. С первого взгляда может показаться, что это комедийная игра, но под мультяшной графикой скрывается по-настоящему жуткий мир. Враги – ожившие мумии, скелеты, летающие черепа, демоны. Все уровни оформлены в стиле кладбищ, подземелий и мясных биомеханических ландшафтов, как будто вышедших из тревожного сна. Звук гнетущий, с постоянными завываниями и пугающими нотами в саундтреке. Особенно давит ощущение абсурда. Ты не просто в аду, ты в кошмарной пародии на ад, где все гротескно и даже юмор выглядит тревожно. Эта игра словно балансирует между смехом и тревогой, а некоторые уровни с мясными стенами, костями и зомби-рыбой вызывают настоящее чувство дискомфорта. Deep Attack — это визуально жуткий и стилистически уникальный платформер, который пугает не в лоб, а атмосферой сюрреализма, абсурда и телесного ужаса. Alien's Tomb, 1991 год. Ты играешь за одного из трех охотников на пришельцев — Хана, Карен или дроида-скутера, и сражаешься с волнами жутких, постоянно мутирующих врагов. Сюжет прост. Землю захватывают инопланетные твари, и только твоя команда может остановить их. Но что действительно делает игру пугающей — это дизайн монстров. Существа словно сошли с иллюстраций из ранних фильмов ужасов и научной фантастики. Они мимикрируют под людей, лавки, скамейки и внезапно превращаются в клубки щупалец, зубов и гноя. Некоторые враги буквально выпрыгивают из тела человека, разрывая кожу. Это вызывает настоящий эффект неожиданности и неприятного шока. Музыка и звуковые эффекты — это еще один важный элемент. Саундтрек зловещий и отлично передает атмосферу надвигающегося апокалипсиса. Враги кричат, визжат, лопаются с хлюпающим звуком. Все это усиливает чувство тревоги. Alien's Tomb — это не столько хоррор в классическом понимании, сколько сюрреалистический кошмар, замаскированный под аркадный экшен. Он пугает визуально, аудиально и через постоянное давление на игрока. The Ooze, 1995 год. The Ooze — одна из самых необычных и мрачных игр на Sega. В ней вы не герой, а мутировавшая жижа, образовавшаяся после неудачного эксперимента. Главный персонаж — бывший ученый, которого предали коллеги. Теперь он стал вязкой субстанцией, жаждущей мести. Геймплей — это смесь головоломки, выживания и хоррора. Игрок управляет липкой массой, которая может растягиваться, ползать по трубам, залезать в узкие щели и атаковать врагов ядовитыми плевками. С каждым убитым противником жижа становится больше и сильнее. Но если вы теряете слишком много массы, умираете. Мрачность игры подчеркивает не только сюжетом, но и визуальным стилем. Грязные лаборатории, заброшенные городские районы, мутанты и биомеханические враги. Все окружение напоминает токсичный кошмар, а музыка только усиливает это ощущение безысходности. Chakan The Forever Man. Chakan The Forever Man — это одна из самых мрачных и депрессивных игр на Sega. Ее герой не спаситель мира, а воин, проклятый жить вечно. Chakan — гордый воин, который бросил вызов самой смерти, считая себя непобедимым. И он победил, но в награду получил бессмертие и проклятие. Теперь он не может умереть, пока не очистит мир от всего зла. Это не подвиг, это вечная мука. Сама завязка уже пугает. Игру можно описать как экшен-платформер с элементами хардкора.
Чакан сражается с демонами, нежитью, чудовищами и тварями из других миров, используя холодное оружие и магические зелья. Есть 4 разных мира, каждый из которых это кошмарная реальность: огонь, вода, воздух и земля. Управление сложное, как и сама игра, ошибок не прощает. Игрок должен быть точным, осторожным и хладнокровным. Враги жестокие, ловушки коварные, а атмосфера давит. Чакан — это не просто игра, а жуткий философский арт-проект, завернутый в форму платформера. Она не дает надежды, не развлекает. Она заставляет задуматься, а стоит ли побеждать смерть, если цена — вечность в аду. Alien 3, 1992 год. Alien 3 — это не просто игра по фильму. Это напряженная выживалка, где ты в ловушке ксеноморфами и выхода нет. Ты играешь за Рипли, одинокую героиню на космической тюрьме. Люди здесь безоружны, но чужие нет. Они размножаются, охотятся и убивают. И тебе, одной, нужно спасти всех выживших, пока монстры не добрались до них первыми. Геймплей — это вид сбоку, где герой бегает по многоэтажным уровням, настоящим лабиринтам, где легко заблудиться. Твоя цель — найти и спасти заложников, пока не истек таймер. Но это не просто задача, это гонка со смертью. Враги — ксеноморфы, быстрые, жестокие, смертельно опасные. Они прячутся в вентиляции, атакуют из теней. У тебя есть огнемет, гранаты, пулемет. Но патроны заканчиваются быстро, а врагов десятки. Что пугает в игре, так это атмосфера тотального страха. Каждый уровень темный, металлический, словно ты в декорациях хоррора. Тут ты не просто стреляешь, ты спасаешь людей. Пока ты блуждаешь в темноте, кто-то умирает, а ты слышишь, как они кричат. Тревожная музыка и звуки создают чувство, что чужие повсюду. А если не успеешь вовремя, заложники умирают. В Alien 3 ты не чувствуешь себя героем, ты чувствуешь себя загнанной жертвой. Здесь нет победы, есть только отсрочка неминуемой гибели. Дракула Брэма Стокера, 1993 год. Дракула Брэма Стокера — одна из самых готичных и атмосферных игр на Sega. Игра основана на фильме Фрэнсиса Форда Копполы, но передает намного более жуткую и мрачную версию классической истории. Ты играешь за Джонатана Харкера, юриста, оказавшегося в страшной западне. Он попадает в замок графа Дракулы, где все не то, чем кажется. Дом буквально дышит злом, а сам Дракула не бессмертный аристократ, а древний демон, который может принимать различные формы. Цель — выбраться живым и спасти Мину, любимую Джонатана, пока Дракула не подчинил ее своей воле. Это платформер с элементами хоррора. Ты идешь по уровню, сражаешься с вампирами, демонами, оборотнями и призраками. Каждый уровень — отдельный кошмар. Скрипящие полы, гробницы, крипты, мрачные леса. Противники появляются внезапно, как будто выныривают из теней. Оружие — это факелы, мечи, кресты, а позже даже святая вода. Дракула Брэма Стокера не просто игра. Это интерактивный готический кошмар, наполненный тревогой, отчаянием и медленным погружением в безумие. И пусть геймплей не идеален, но атмосфера давит на психику, особенно если играть ночью. Дракула Unleashed, 1993 год, для Sega CD. Дракула Unleashed — это одна из самых мрачных и кинематографических игр эпохи 16 бит, которая уходит от привычного геймплея и превращается в интерактивный фильм ужасов. Здесь нет скоростных битв или прыжков по платформам. Вместо этого ты оказываешься внутри готической детективной истории, где каждая твоя ошибка может стоить жизни. Лондон, 1899 год. Ты Александр Моррис, брат Куинси Морриса, героя, погибшего при уничтожении графа Дракулы 10 лет назад. Александр приезжает в Англию, чтобы узнать правду о смерти брата, и вскоре оказывается втянутым в новую охоту на вампира, который вернулся. По мере развития сюжета становится ясно – зло вернулось. Под маской джентльменов и дам скрываются слуги древнего ужаса. И Дракула снова хочет сделать одну из женщин своей невестой. Дракула Unleashed — это full-motion видеоигра, то есть вместо пиксельной графики настоящие актеры, снятые на видео.
Ты смотришь сцены, изучаешь улики, выбираешь, куда пойти, с кем поговорить, что показать. Каждое твое решение – как ход в шахматной партии с самим злом. Игра строится на времени. Ты должен быть в нужном месте, в нужный час, иначе упустишь важные события. Ты можешь следить за подозреваемыми, искать тайные послания, открывать закрытые двери, но стоит сделать ошибку, и экран зальется кровью. Dracula Unleashed – это не просто игра. Это интерактивный фильм, в котором ты герой готического романа. Castlevania Bloodlines, 1994 год. Castlevania Bloodlines — это единственная игра серии Castlevania, вышедшая на Sega Genesis, и она абсолютно не разочаровала. Эта часть мрачная, жестокая и стильная. Она погружает в апокалиптическую Европу, где зло снова восстало, и имя этому злу — Дракула. В конце 19 века колдунья Элизабет Бартли, родственница графа Дракула, устраивает массовое кровопролитие в Европе, чтобы воскресить его. Мир скатывается в хаос, начинается Первая мировая война. Ты играешь за Джона Морриса, потомка семи Бельмондов, охотника на вампиров, и его друга Эрика Ликарда, вооруженного магическим алебардом. Вместе они отправляются по следам зла через Грецию, Германию, Францию, Италию и Румынию, чтобы остановить пробуждение тьмы. Bloodlines — это классический 2D-платформер, но один из самых мрачных и жестоких в серии. В игре ты можешь выбрать одного из двух персонажей — Джон с классическим кнутом и Эрик с алебардой, способный атаковать вверх и по диагонали. Тебя ждут кровавые локации, такие как замки, фабрики, разрушенные города и зеркальные измерения. Кровь и хоррор на каждом шагу. Музыка готичная, мощная, нагнетающая. Один из лучших треков всей серии. Боссы — это ожившие статуи, демонические летучие мыши, мутанты и сам Дракула. Все они выглядят по-настоящему пугающими для 16-битной графики. Castlevania Bloodlines — это не просто игра о Дракуле. Это мрачное приключение, где каждый уровень — картинка боли и страха. Атмосфера, саундтрек, дизайн врагов — все это делает ее одной из самых жутких и атмосферных игр на всей приставке Sega. Doom Troopers, 1995 год. Если ты думаешь, что Sega не могла быть по-настоящему жестокой, Doom Troopers развеет твои иллюзии. Это, пожалуй, одна из самых брутальных и кровавых игр на Sega Genesis, где ты не просто сражаешься с врагами, ты расстреливаешь, взрываешь и разрываешь их на части. Сюжет основан на карточной настольной игре «Хроники мутантов». Земля находится в состоянии войны с демоническими существами из корпорации «Темный легион». Ты один из бойцов отряда Doom Troopers, элитных солдат, отправленных на самые опасные задания в зараженные зоны по всей галактике. Игра в жанре Run and Gun, в духе Контра, но еще более кровавая. Ты идешь вперед, стреляешь, прыгаешь, взрываешь, убиваешь все, что движется. Враги разнообразны. Это мутанты, демоны, киборги, зомби, и все умирают с бешеной анимацией расчлененки. Doom Troopers — это 16-битный хоррор-шутер, где мрачная антиутопия сочетается с ультранасилием. Игра жуткая не только своей картинкой, но и ощущением безысходности. Монстров бесконечно много, а твои ресурсы ограничены. Splatterhouse 2. Splatterhouse — это настоящий кошмар, оживший на экране Sega Genesis. Продолжение культового хоррора переносит нас в адский мир, полных кровавых монстров, безумной атмосферы и запредельной жестокости. Игра вышла в 1992 году и быстро стала культовой среди поклонников мрачных и жестоких аркад. Ты играешь за Рика, парня в маске, похожей на хоккейную, который возвращается в таинственный особняк Адский дом, чтобы спасти свою возлюбленную Дженнифер. Чтобы пройти путь к ней, нужно прорубиться через целую армию отвратительных созданий, в том числе мутантов, монстров и ползающих ужасов. Геймплей — это классический битэмап, но с упором на кровавую жесть.
Удары мясистые и мощные, а враги разрываются на куски. Игрок использует подручное оружие, от железной трубы до бензопилы. Атмосфера усиливается гнетущим фоном, звуками страха и тревожной музыкой. В каждом уровне ждут зловещие боссы, каждый из которых – воплощение кошмара. Splatterhouse 2 не стесняется демонстрировать ужасы. Мертвые тела, кровавые стены и расчлененка встречаются здесь на каждом шагу. Это одна из самых мрачных и страшных игр на Sega, которая до сих пор оставляет сильное впечатление своим стилем, хардкорной сложностью и адской эстетикой. Splatterhouse 3. Splatterhouse 3 – одна из самых жестоких и атмосферных игр на Sega, поднимающая планку хоррора на новый уровень. Эта часть серии полностью избавляется от аркадного линейного геймплея и превращается в нечто гораздо более тревожное. Мрачный, почти кошмарный битэмап, наполненный телами монстров, разложением и безысходностью. Главный герой Рик, уже знакомый по предыдущим частям, снова надевает проклятую маску террора, чтобы спасти свою жену и сына от чудовищ, захвативших особняк. На этот раз ты не просто идешь по прямой. Особняк представляет собой лабиринт со множеством комнат, и у тебя ограниченное время, чтобы спасти каждого члена семьи. От этого появляется дополнительное давление. Каждое промедление – потенциальная смерть близкого человека. Это делает игру напряженной и тревожной. Геймплей стал глубже. Теперь у Рика больше приемов. Можно трансформироваться в монстра и наносить разрушительные удары. А врагов стало значительно больше. Визуально Splatterhouse 3 – настоящий кошмар. Повсюду мрак, кровь, изуродованные тела, мерзкие звуки и шепоты, создающие атмосферу ужаса. Даже загрузочные экраны пугают. Они черно-белые, с криповыми изображением героев в муках, что усиливает ощущение обреченности. Но несмотря на весь ужас, Splatterhouse 3 – это игра о борьбе, о попытке вырвать свою семью из лап зла. Каждый бой ощущается как схватка за их жизни, а каждый удар как отчаянная попытка остановить кошмар. Именно за это игру любят до сих пор. За то, что она не просто пугает, но и заставляет чувствовать. Splatterhouse 3 – один из самых мощных и жестоких хорроров на Sega, в котором страх – это не только атмосфера, но и сюжет, геймплей и ощущение неотвратимой трагедии. Ну что ж, на этом все, ребят. Я, конечно же, упустил много интересных страшилок на Sega, и поэтому жду ваши предложения в комментариях. Может, насобираем на вторую часть. Подпишитесь еще на телеграм-канал, в котором я даю ссылки для игры и рассказываю о ретро-играх и не только. Ну а пока.